Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 26-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл путевку в санаторий часть 2, пометив вертолет и дорогу к нему. Закрыл путевку в санаторий часть 3, передав все необходимые по квесту предметы. Круто повезло зайти в уже открытый кем-то кабинет санитара, закрыл таким образом кабинет химии для механика. И также с 306-м номером западного крыла тоже повезло. Кто-то уже открыл до меня, поэтому я просто зашел, забрал папку для терапевта и закрыл квест «Врачебная тайна. Часть 2». Выпуск поддержали финансово Стефан, Анатолий и Лео. Спасибо большое, пацанчики, за вашу поддержку бесценную. Рад стараться. Будьте здоровы. Всем приятного просмотра. Так, наварилось у меня тут добро. В общем, в верстаке я проводочков заказывал, потому что они, что-то цена у них то 8 тысяч, то 15 тысяч, поэтому заказал 8 штук. Вентиляция готова. Улучшаем. Докупил барахлишко. Есть максимального уровня вентиляция. И безопасность есть максимального уровня. Тоже докупил. Тут Никсеры самое дорогое было. В общем, все деньги, которые наколымил в предыдущем выпуске, все спустил на убежище снова. Че, пацаны, тренируемся? Есть, конечно, с чем играть, и оружия полно, и снаряжения полно, но 200 тысяч, когда в схроне, оно как-то не по себе, поэтому плюс еще и размяться немножко можно. Так, чисто образовательно-познавательный рейд, в общем, в лес сгоняем по Шурику, посмотрим, что там можно будет вынести. Сегодня из-за ЧВК, в принципе, я тоже планирую прогуляться в лес, так как у меня там подкопилось кое-каких подзадач от больших квестов, ленд-лиз там и так далее, но об этом чуть позже. Опачки, бункер диких, старое депо, изба диких. Дикий мост. Что, на правой стороне только старое депо, если, да, забурится? Это кирпичное здание по правую сторону. Ну давай, чтобы рейд не затягивать, тогда смотрим МЧС. Через пару тайников, которые возле танка. Ой, а хотя у меня уже, смотри, лев в кармане. Нормально. Ладно, сейчас посмотрим, что тут будет. Если что, МЧС и сразу в депо ныряем, да и все. Нормально, нифига себе, у меня первый раз так получается, что у меня лев сразу же на диком. Слушай, тут, возможно, даже и не лутано. Выглядит перспективно. Тогда, наверное, самые вкусные эти посмотрим, да? Заберем самые вкусные предметы, которые мы продавать будем. Аквапепс. Ага, тут лутано. Кто-то поковырялся уже. И хухры-мухры. Ну, похоже, что так. Тяп-ляп чисто полутались. Нормально, нормально. Сейчас найдем свое добро. Медицину, вот это вот добро сейчас найдем. Вот тебе ибупрофен. Еще аквапепс, они там 1018, по-моему, стоят, да? По прямой продаже. Агументин пока не буду брать. Хотя можно было бы. Базару нет. Ре-те-те будем шмалять. Сколько сейчас лев стоит? 1100, да? Плюс, минус. За 6 ячеек 100 тысяч. Это нормально, в принципе. Вполне приемлемо. Вон тут уже лутано, вон даже вытряхивали на землю что-то. Процессор.
Шило. Ну вот и все. Вот я и полный. Опачки, а тут не лутано, смотри. Ох, мать, электродвигатель. Кувалда. Так вот сделаю. Ну и все. Вся любовь. Практически. Блин, 6Б хорошая штука. Так-то. А смогу ли я ее поставить в рейде? Нет, нельзя. Ладно, бог с ним. Ну вот и правда ознакомительный рейд получается, да? Все, смотрим пару тайников, которые тут под кустом и возле танка. И выходим на здание кирпичное, на старое депо. Быстрый, практичный, прибыльный рейд получается. Это тоже забрать можно. Да ты чё, смотри, еще вкусняхи. Ну-ка, шоссе надо забирать по любасу. Все внутрь, ё-моё. У меня дикий нехватчик, смотри. Хаваем и пьем все подряд. Сушняк, наверное. Все, надеюсь, никто поляну эту не пасет. Вот оно здание, которое мне нужно. Что это такое? Что это по кустам тут шуршит? Дикие, скорее всего. Да, дикие. Пожрать бы, конечно, вообще не помешало бы это. Кто про что этот, про жрачку? Все, выходим, это и есть старое депо, выход. А ты шалава! Погнали домой. Дрон, пузо. Не, ну все сходится, все срастается. Красавчик дрон. 6:43 минуты, около 1200 опыта. Но этот опыт нам не интересен. Нам интересен лут, который мы вынесли. Тут, в принципе, знаешь, 1000 так на 400, наверное. В общей сложности около полумиллиона получилось, плюс-минус. Быстрый и выгодный забег вышел. Значит, что меня в лесу ждет? Это врачебная тайна, часть 3. Мне нужно образец крови забрать. Это ленд-лиз, часть 1. Один предмет у меня остался внизу в лесопилке тоже. Это секта, часть 2. 2 места ритуала нужно пометить в лесу. Есть еще дейлик у меня в лесу тоже от барахольщика. 2 раза с локации лес выйти на любом выходе. Идем за ЧВК, идем в лес. С утра пораньше пойдем. Страхуем свое добро. Туда-сюда горностай на дальнюю будет. Юмп на ближнюю дистанцию у меня будет. Значит, побегать в лесу мне придется нормально так. Посмотрим, что там будет по спавнам. Возможно, на 2 рейда как раз таки это все дело мы и разделим. Блин, деревня. Ладно, тогда по левую сторону я пойду. Блин, выходы у меня в правой вообще стороне. Если я там что-то профукаю, то мне придется капец как долго возиться, да, со всем этим. Ну ладно, все равно через левую сторону пойду. Значит, первый круг будем метить в затопленной деревне. Оттуда, наверное, придется на лесопилку мне идти. Сложно сейчас какой-то маршрут выстраивать, но примерно буду
пытаться выходить в затопленную деревню, потом с затопленной деревни прямиком, наверное, под скалы снайперские наверняка, да? Лучший вариант будет. Выход у меня вообще в другой стороне. Так, дикий есть сверху. Ладно, будем пробовать через затопленную, потом под лесопилку выходить. Там меченый круг. И домой. Попал. С горем пополам. И разыгран, руки как веревки. Понятно. Так, магазины надо содержать в порядке полном. Патронов, потому что 25 всего в магазине. Ну, пока дикие, и пока делаем все бесшумно. Пока все хорошо, можно сказать. Конява. Что ты тут делаешь? Подожду, чтоб прижился он, наверное. Чтобы потом, если что, сюда не возвращаться уже. Неудобная тут точка такая. Все, здорово. Ну что, теперь прямиком. Под скалу Дикого. Под скалу снайпера, точнее. Оттуда в сторону лесопилки будем выдвигаться. Киндер. Подходим мы сейчас, знаешь, куда? Где раньше был выезд на машине. Примерно. Но пока вроде тихо на карте. Я единственное, слышал стрельбу с Хантера только с левой стороны, получается. На коттеджах. Блин, по зелени если пойду,
Для ЧВК потеряюсь. Но там дикие будут. Ну, давай через левую сторону лучше. По правую там сейчас снайпера могут сидеть. Уж лучше я пройду по тропинкам диких, чем под потенциальным огнем противника, да, снайперским. Опачки, наверху есть снайпер. Трогать его не будем. Он нам не мешает. Вот снова выстрел. Кто-то диких кошмарит на коттеджах. Меня такой расклад устраивает. ЧВК, по-моему. Очень похоже на ЧВК. Вот туп! Вот ты, гадя. Всю малину мне обкекал. Вот ЧВК пришел. А вот второй ЧВК пришел. А, это дикий. Блин, еще дикие лезут. Не, надо отсюда валить по-хорошему. Инфа сотка. Надо валить отсюда. Тем более, что шуманул Децл. Ладно, давай потихоньку спускаться тогда в сторону воды. Сейчас у него магазина заберу на М-ку. Так, можно переехать в этот бронеразгруз, кстати.
Свое добро сюда. Товарищ квест сделал. Нормально, нормально. По открытой, что ли, тут пробежь? Блин, рискованно, но зато... А пофиг, побежим тут уже. Рискнем. Через эту сторону. Так-то можно и юмпик свой выкинуть, он у меня застрахован. Просто с эмкой погорцевать с этой, да? Как вариант. Как раз сушняк. Все 6,1 пойдет. В общем, что мне тут нужно? Раз он лесопилку так смело пробежал, да, значит, там нет светлоозерских. И это хорошо. Значит, можно попробовать ленд-лизовский предмет мне забрать. Но сначала я забыл совсем про анализ. Мне же крови нужно забрать. Образец, точнее, крови, а не анализ. Кровь это на фургоне здесь. Что там у нас? Нормально, нормально. Вот этот образец мне нужен. Готово. Сушняка еще. Море. Туда его. В пекло все. Хорошо, пока идет все хорошо, все идет пока по плану. Теперь надо спускаться к воде. Мне нужно спуститься вон туда на досках, Wi-Fi заложить. И потом на лесопилку подниматься. Ну тут если будут, то только либо... Ну хотя бы светлоозерских не будет. Вот это уже хороший. Приятный, так сказать, момент, да? Вот тут закладывается. Прям в открытую приходится сидеть. Но по-другому никак, к сожалению. Есть, отлично. Еще одна подзадача готова. Так, теперь чем... Со снайпером что там у нас, как дела? Не видно снайпера, слушай.
Пофиг, прям в наглую, через центр лесопилки. Ага, вон, это вот этот товарищ, которого я застрелил, скорее всего, это он сделал. Так, мне нужен предмет, который... Вот он. Раз. И меченый круг еще. Опа, очки, обдолбосик нашел. Меченый круг. Вот за этим пригорком. Вот он. Чик. Можно было юмпу не выкидывать. Ну, в принципе, если застрелят, не так обидно будет, да? Что я юмп хотя бы засейвил. Тафай, приживайся. Быстрей, скорей. Есть. Ну все, зашибись. Я все подзадачи сделал. Осталось только выжить, выйти с локации. И пойду я через левую сторону. Не буду перебегать. Сейчас мы тут еще лута, короче, подковыряем. Лута подковыряем и на окраину спокойно выйдем, да? Наверняка этот товарищ Опа, это что такое ходит там? С пушкой на спине. Показалось или тут промелькнул кто-то? Надеюсь, показалось. Брат у тебя? Ну, возможно, там обычный дикий. С этого дернул, да? Волыну. Да, обычный дикий. А тут лутана. Ну вот и тозик с того дикаря. Мы это все равно домой понесем, поэтому можно перекинуть смело сюда. Вот так вот. Так, тут мы смотрели. Ну, тут лутанул, короче, этот товарищ. Ладно, давай тогда по краю карты через левую сторону и спокойно попробуем выйти на этом самом, на окраинах. Для миротворца у меня остался еще один квест. И миротворец будет 3-го уровня лояльности. Это позволит мне купить кое-какие прибамбасы там на оружейника очередного. И дальше можно будет потихоньку оружейник эти квесты делать, да, для механика.
Поэтому я хотел бы сегодня еще успеть сходить. Главное, чтобы удачно получилось сходить на эту самую. На берег. Но там прям внутрь надо будет заходить. Смотреть генераторы 200. Вторые этажи, восточки и западки. Опасное предприятие намечается. Мероприятие. Ну что, вроде все забыл. 2 круга пометил, хай-фай камеру поставил. Образец забрал. Вроде все, что планировал. Большой крюк пришлось сделать мне через всю практически локацию, но повезло, что спокойный рейд попался, и повезло, что не было светлоозерских с штурманом. Я спокойно забрал нужные мне предметы и пометил нужные точки. Значит, мы выполнили врачебная тайна, часть 3, забрали образец крови с нужной машины и передаем ее терапевту. О, шикарно, она мне в награду дает 2 шприца с адреналином, а по дейли квестам у меня как раз сегодня 1 шприц с адреналином и найти. Это для лыжника у меня квест. Точно, смотри, значит, берем. Заходим к лыжнику, найти передачу шприц с адреналином. А я награду не забрал. Молодец, Диса, молодец. Сюда его. Туда заходим, сюда заходим. Тут открываем. Передаем. Получаем еще дополнительную награду. Врачебная тайна, часть 4 выдает квест. Здесь нам необходимо было навык здоровья прокачать до 4. Но он у меня уже прокачан, соответственно, квест автоматом жух и закрывается. Врачебная тайна, часть 4, квест завершен. В здоровом теле здоровый дух квест теперь выдает за 400 тысяч рублей. Говорят, я тебе здоровье на 2 уровня повышу. А что у нас там вообще по здоровью? Умение, здоровье 8. О, и 10 получится. Зашибись. Значит, покупаем. 400 тысяч мы имеем. Не зря за дикого выходил. Как раз дикий мне и принес 2 уровня здоровья, получается. В здоровом теле здоровый дух, квест завершен. Врачебная тайна, часть 5. По этому квесту мне нужно найти место закладки ночью на заводе и заложить 3 пачки оружейного пороха Коршун. Это синий порох у нас. На ночной завод, говорит, иди и закладывай. Слушай, раз уж быстро получилось сделать в лесу все, что я запланировал на сегодняшний выпуск, давай, наверное, еще раз в лес сходим, чисто с целью выжить, выйти с локации. Что, дополнительный опыт тоже на дереве не растет? Так, как у нас дела обстоят? Мы на окраине появились, да? Значит, добегаю до воды. Посмотрю, наверное, времянку насчет лута, да? Палатку и вдоль воды в сторону ВСРФ постараюсь выскочить. Если выход там работает, то на ВСРФ выйду. Если же нет, то вдоль края карты добегу сразу же до самого дальнего угла, получается. Там, по-моему, северный блокпост или южный. Южный, кажется. Попробуем там выйти. Но попутно, конечно же, будем смотреть тайники. Можно и на северном, можно и на южном, говорит, выйти. Но мы строго на север. На север. Вот так потихоньку, помаленьку сейчас. Даже если никого не встретим, ничего страшного. Попутных точек интереса. Лута с них за глаза хватит. Так. Знаешь, лучше как сделаем? Это туда.
Блин, не долетел. Уходи. Все. Тут тоже у нас 4 класс. А где он? А, в спящем был. Тоже защиты ушей нет, тоже 4 класс. Походу, на лету переобуваемся. Переодеваемся. Но тут на временке частенько дикие подходят как раз по таймингу, когда ты сюда подбегаешь. Спавна на окраине. Так что опыт будет. По-любому. БП почак. 9.18. Ночной прицел ничего не стоит там. О, вот тут самые вкусные штуки. Блин, офигеть, тут даже... Я бы вот это лучше забрал тогда. Некуда, говорит, скидывать. Да, ох, это РК-2. Ее можно продать, хорошо. Это у нас страховано. Чик, десахотрой. Все, возможно, не найдет никто. А если не найдут, не страшно. Я спящего смотреть не буду. Слышал там стрельбу на той стороне. СКС шлепнула вроде как. Судя по всему, на этом, на МЧС. ЧВК. Имеются, поэтому перебежка, блин, опасянская получится здесь. Но если они вдоль края карты не пойдут, не будут смотреть это направление, то шансы у меня хорошие на выход. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Так, тут апехи, тут апехи. И тут апехи. Так вот, что ли, сделаем? Да, там есть движение, там есть стрельба. Че, рискнем все равно? Ладно, давай рискнем все равно. Зато это кратчайший путь. Ну, тропинка, конечно. Но зато кратчайший путь. Так. Давай, давай, поднимайся, что ты? Не стесняйся. Так, тут была, в общем, примерно где-то и стрельба. Проверяем, ВСРФ работает. Зеленый дым видим. Значит, ВСРФ работает. Значит, выход у нас прямо перед нами.
Поэтому не топая, спокойно. Ничто нас не подгоняет. Все. Передвигаемся дальше незаметно. Это же я, да, ветку задел? Скорее всего. Все, тут уже топануть можно. Тут открытое, тут смысла нет краситься, да? Есть кабанчик. Так, чисто его закошмарить, чтобы он в куст потерялся куда-нибудь. ЧВК вышел, лутанный, с МЧС. Вот я сейчас смотрю, а если найду что, куда складывать буду? Некуда, так что смысла нет смотреть. Пошли на выход. А у него там еще волына длинная, там что-то либо дробовик, либо что пострашнее может быть. Поэтому я пошел домой. Мне надо было выйти с локации, я вышел с локации. Что еще надо? Ну вот, даже и по времени у меня никакой пробежки быть не могло. Все нормалек. Израсходовано одно. Попал я по этому товарищу, почему-то 2 попадания, хотя выстрелил разок. Видимо, рука и грудь куда-то там прилетела ему. Все нормально, выжили, вышли в лесу 2 раза, забираем награду за Daily Quest. Пекла этот берег. Получится заложить, если быстро коршуны, то сходим разок на бережок. Если с первого раза не получится, то будем закладывать, короче, до тех пор, пока не заложим. Нам нужно идти за ЧВК, нам нужно на завод в ночное время. И получается застраховать бы... Ну, хотя на заводе страховать такое себе дело. Там, если не ЧВК вынесут, то чулоботы разберут. Мне нужно зайти в административку и заложить там 3 пороха. Сходу вкалываю, пропитал. Переводим в автомат. И потихонечку. Вон туда, в помещение мне надо. Темновато, зараза. Темновато, говорю. Блин, там уже кто-то есть внутри с СВДхи, даже бошит. Damn. СВДха меня не почувствует, это точно. Сюда мне надо. О, фак, зачем я перезарядил? Закладываем. Два раза тап нажимаешь, и сразу же можно следующую цель маскировать. Если этого не сделать, то он там тупить будет. Подходить придется. А так 2 раза тап нажал, и все, закладывается дальше. Все, 3-й порох. По-моему, тут выживание, выход не нужны, поэтому, если не нужны, я еще офис. Офис полутаю. Подожди, не заходи. Сука, ёбнули нашего! Подожди. Это не я. О, зашибись. Врачебная тайна. Квест доступен к завершению. Значит, выходить.
Выживать с локацией не нужно. И награда будет кейс для медикаментов. Ништяк, ништяк. Пошел куда-то дикарь по своим делам. Отбеливатель. Так, кто-то там, короче, на картотек... Ой, на карах, что ли, угорает. Ладно, смотрим добро. И пойду... Выйду там же, где зашел на локацию. Хотя, по идее, мне тут вообще ничего больше не надо. Ну и что, просто выходить тоже. Значит, еще и на бережок успеваем сегодня по-любому сходить. Там какой-то то ли дробовик, то ли что, не пойму. То ли в натуре СВД. Ладно, понятно. Поехали домой. Капец тут за светы. Вот, ключ от выхода с завода у меня есть. Значит, дополнительные выходы у меня как альтернатива присутствуют. О, зашибись, еще и ночнушку засейвил, потом где-нибудь использовать еще можно будет, да? Хорошо. Получилось. Ну вот, хороший рейд получился. Зашел, заложил то, что нужно, и спокойно, тихо вышел с локации. При выполнении квеста никто не пострадал. Я в том числе. Заложил на ночном заводе синий порох. Врачебная тайна, часть 5. Мы завершаем квест. Ключи, которые мне нужны, это 303, но он всегда открыт, он мне не нужен. 219 западки у меня имеется, и 220 восточки он всегда открыт. Поехали за Чевок, а теперь на бережок. В 17... Ух ты! А может быть рано утром выскочить? Слушай, может быть даже и народу поменьше? Или всем... Давай посмотрим, что там по лобби будет. Так. А, вон оно как. А, нет, вот смотри, видно. Тут лобби такое, да? А тут утром лобби еще меньше. Ладно, я готов. Пойдем с утра пораньше. Может, народу поменьше будет. Ну, естественно. Ну, естественно. В абсолютно другом конце карты. Тарков. Ай. Ай. Как этот мимас, да? Опять на работу не хочу. Ай. Ладно, нормально, нормально. Блин, я сейчас буду выходить как раз на типов, которые будут пасти этот переход, да? Вот это, вот это. Вот это, конечно. Но делать нечего, придется бежать. Прекрасное далеко. Лутать ничего не буду, не вижу смысла туда нести лут. Значит, мне нужна восточка. 220-я комната. Мне нужна западка, 219-я комната. И 303-я комната. Западки.
Если вдруг выживу... Блин, можно было бы на коттедже... Нет, не пойду, наверное, на коттедже тогда. Если бы я на той стороне заспавнился, я бы зашел сначала на коттедже, а потом уже пошел в лазурку. В таком случае мы в коттедже не пойдем, если вдруг выживем. Постараемся вынести 2 квеста у меня будет на кону, тем более. На коттеджах что мне надо? Мне надо для терапевта, опять же, этого санитара. Приблуду, эту автомоскоп, помеченный синей изолентой. Вот а бейсбол я не взял, забыл. Вот это плохо. Заходить буду не через парадку, а отсюда, с торца. Поднимусь по скалам и попробую через двор заглянуть туда. Как раз если есть кто-то там в восточке, мы их услышим. И будем действовать соответственно. Через административку точно кто-то шел, там стрельба была под скалами. Так. Вот он, подъем, интересующий меня. Никого вроде не видать. Спокойно поднимаемся. И смотрим. И слушаем. Блин, чё ж я бейсбол-то никакой не взял, а? Что вообще из головы вылетело. Второй этаж. Но в случае чего мы проверим... Сейчас сначала дойдем. Так, 219-я. Отсюда мы смотрим первые генераторы. Отлично, подзадача есть. Вот, если меня сейчас пришьют, то мы посмотрим, надо ли это делать в одном рейде или нет, потому что я не помню. Наверняка. Слушай, а чё мы это... 222-й, может, лидекс тут есть? Лидекс мне с галочкой капец как нужен, он квестовый. GPX, вот тут бывает лидексы попадаются. Адреналин, шина, разная медицина, но... Ну, ничего страшного.
Вот это вот сохраним, да? Выгоднее будет продать. Ну вот, кстати, тебе и бейсбол. По идее, выносливость, стрессоустойчивость. А, вот, снимает боль, отлично. Только потом гидрация и энергия. Ну, как крайний случай. Блин, тут смотри, капец, и то, и все, и третье, десятое. Лут нашел, начинает лутаться. Ух, мать твою, испугался. Так, прострелили где-то с западки, походу, то ли перебежку, да? То ли что-то в этом духе. Дерево слышал? Надо потеряться в сторону административки. Попробовать. И обойти с той стороны. Ну, ЛЦУ чей-то говорит. Ну, в западке сейчас, короче, возня. Если как-то переждать этот момент, то как вариант. Пацаны, на, окружаем ее, на! Пошел ты. Тут ЧВК, по-моему. Так, возьмем в западке. С дикими воюют, что ли? Ну, мне туда внедряться сейчас. Опасно, опасно. Заткнулся-то, а чё? Чё ты подох, что ли? Ну и чё ты теперь там сделаешь, а? А что они такие дерзкие? Это не санитаровские, случайно? Что-то какие-то ярые, дикие. Можешь попробовать оттуда, через очко в стене зайти. Да, им хаешки кидают, все такое. Как вариант. Блин, этот черт живой еще. Ты мне мешать будешь, братела. Так, стопы, стопы. Попробую с западки зайти. Может, к тому моменту, пока я туда дойду, переместится вся эта возня уже в восточку. Я спокойно заберу свои предметы и пойду домой. Таков примерно мой замысел. Хотя надо с ЧВК стреляться, блин. Ну и хотелось бы квест сначала закрыть этому миротворцу, чтобы он 3-го уровня лояльности у меня был. Что это было? Стекло?
прошлый раз я крышу профукал успешно, так его прям видно было, силуэт темный на белом небе, сером фоне. Когда я вертолет метил. Блин, они еще тут, все близко совсем. Да, уже заходили тут. Тело лежит тебе и все на свете. Дикому прилетело. Приятный момент. А у меня есть граната. Хоть так. Пришел в лазурку, жрет сидит. Я так умею. Нахуй, понял? Ну чё ты там заткнулся-то, а чё? Чё ты подох, что ли? Прям агрессивный такой, ярый, там какой-то дикарь живет до сих пор. Они дикого не могут размотать, да не верю. Кашляет. Лечится. Да это ЧВК лечится. Там свита, походу. Так. Генераторы квест. Слышь, да, кряхтит? Шьется где-то. Прям надо мной. Чё, как дела у тебя, братец? Слышно меня? Can you hear me? Лечится, лечится по тяжелой. А, он подо мной внизу на первом. Он подо мной внизу на первом, значит. Она? Она. Альбом, который нам нужен. И на первом этаже на парадке примерно там ЧВК лечился. Неужели я его Дикий так размотал?
Ну, блядь, нажри, Он отбегает от Дикого, он боится Дикого. Там, скорее всего, свитовец, да? А, ёбли, граната! Неужели обычный Дикий его так кошмарит сильно? Блин, я не вижу его. Ха-ха! Не стыдите! Сдохни, тварь! Давай, иди мочи его. Бля, я боюсь, сейчас мне с двух сторон придется. Один Дикий мне в спину будет. Ну и чё тут? Есть кто? Нет? Скинул мешок. Воевать буду, говорит. До талого воевать буду. Ну ладно. А чё там Дикие? Так, он в подсобке здесь на первом. Вот этого я не хотел. Вон он, сука! Ублюдок, мать твою! А ну иди сюда, говно собачье! Решил ко мне лезть. Упырь, блядь, гнида, блядь! Вот он! А ты как живешь? Вот уроды, а. А ты петуха! Ты короче. Я же говорю. Вот тут он и лечился, сидел. Тут санитар, оказывается, был. Так, а куда он делся? Зашибись. Он ждал, пока я лутаться начну. Еще кто-то есть. Блин, у меня брони капец, конечно.
А где тут стекло, а? Ты, а чё я вообще ввязался в эту всю фигню? Но я слышал слева стрельбу, мне уже туда как выходить? Твою мать. Вот ты шалава! Чё он, ЧВК лежит? Давай, мочи их! Ах, мать твою. Ты кто такой? Свита или обычный? А, блядь, ебись! Не пойму. Давай, Диса. Хоп. И мимо. Да ты капец кривой. Эй! Чё в ящик уперся? Это Свита. Поэтому он шарохался от него. Вышел, блин, за хлебушком, да? Ладно, все понятно. Пойдет. Того типа уже лутать не буду. Все, мне осталось, короче, выйти с локации по-хорошему. Звучит как музыка, конечно, выйти с локации сейчас живым. Но меня крайне смущали вот эти вот выстрелы, которые я здесь слышал. Это было на грузовике примерно. Как бы меня там не пасли сейчас. Значит так. Идем по хоженой старой тропинке. В коттедже не пойду. Пойду до края карты.
И на переход на маяк. Постараюсь выйти с локации, в общем. Если меня никто тут сейчас не разберет, то мы пару квестов закроем. Твою мать, челобот что ли ходит? Зараза. Блин, и кинуть ему нечего. Сейчас откисну от него, смотри. Нет, убил. Ух. Служивый, это наша... Твою мать. Куда мешок кинул? Все, базарите, ваша точка, пацаны. Интересов не имею на нее. Все, если здесь еще пропустят сейчас. То тоже начну сейчас наша точка, ваша точка. Базаришь, братан. Ну, чисто, чтоб в спину никто мне не глядел. Да и все, не буду я с ним там воевать. Слишком рискованно. Мне тех двоих хватило. Но первый, по-моему, был челобот. И мансил так. Как не искусственный совсем интеллект. Укрытие, шмукрытие. Начал подходить, вышел с укрытия. Второй дикий пришел ему на подмогу. Все, я пошел домой нафиг. Такие приключения. Вот это, конечно, рейдик получился. Я знал, что там что-то меня будет ждать, какое-то приключение. Но слава богу, что все обошлось. Вытряхнулся оттуда целехоньким. Вообще ни разу не простой рейд оказался. Мало того, что спам черти где, да, получился вообще на краю карты, на канале на этом. Так еще и в санки санитаровские пацаны подъехали. Блин, хорошо, что я не сразу не полез туда на рожон, да, а решил обойти все это дело. Погнали, что у нас получилось сделать? Мы сделали путевка в санаторий, часть 4, нашли в восточном западном крыльях санатория генераторы, выжили, вышли с локации. Выдает теперь путевка в санаторий, часть 5. Найти ключ от закрытых помещений санатория, надо, в общем, снова идти.
на берег. 3-го уровня лояльности теперь у меня миротворец, но дальше по оружейникам, чтобы подвинуться, оказывается, надо еще уровень персонажа вкачать до 30-го, чтобы у меня 3-й уровень лояльности был и у механика. Тогда точно начнем делать потихоньку оружейника дальше квесты. Ностальгия квест мы тоже выполнили, нашли номер егеря, забрали фотоальбом, вынесли с локации, передаем ему. Ну, награда здесь вообще вкусняха. Здесь планшет для документов он выдаст. И ключ от склада ГЭС. Там на ГЭС, в общем, в помещении на 2-м этаже есть несколько ящиков оружейных. Рыбное место квест выдает, а у меня уже ключ-карты с доступом в лабораторию готовы. Значит, рыбное место мы сразу же выполняем квест, не отходя от кассы, и получаем еще кучу наград и опыта. Появилось немного денег, поэтому я докупил предметы для улучшения разведцентра до 2-го уровня. Запускаем, только здесь и награда за квесты будет чуть больше, и время возврата страховки чуть меньше. Все, 6 часов, говорит, и жди 2-й уровень разведки. Еще и тир, короче, можем поставить. 24 часа на улучшение, предметы докупил необходимые. Через сутки будет пострелять что. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, за пальцы вверх и добрые комментарии. Всем отличного настроения, приятной игры, до следующего выпуска. До свидания.